Всем добрый день! Я приветствую вас на канале, где вы всегда найдете красивые и легкие в исполнении узоры. С вами Яна, и на сегодняшний мастер-класс я подготовила двухцветный узор. Этот узор подойдет для изделий как для деток, так и для взрослых. Давайте приступать. Для того, чтобы связать такой узор, нам необходимо набрать количество петель кратное 2 плюс 2 кромочные петли. Сам узор состоит из 2 рядов в высоту, но с дополнениями мы провяжем 7 рядов. Итак, первый ряд из 7 это будет установочный нулевой ряд. И провяжем мы его изнаночными петлями. Нулевой ряд, все петли изнаночные. Итак, после того, как мы провязали нулевой установочный ряд, мы добавляем вторую нить контрастного цвета. Первую петлю мы провязываем, чтобы соединить ниточку. Итак, первую петлю мы должны переснять, не провязывая нить за работой. Из следующей петли мы должны провязать 3. Провязываем лицевой 1 раз, делаем накид и провязываем эту же петлю еще 1 раз. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. Петлю переснимаем нить за работой. Из следующей петли мы должны вывязать 3. Провязываем 1 раз лицевой, делаем накид и еще раз провязываем лицевой. Продолжаем. Переснимаем петлю, нить за работой. Из одной петли мы должны вывязать 3 петли. Вот таким образом. Еще раз. Переснимаем петлю, нить за работой. Из следующей петли мы должны вывязать 1 лицевую, сделать накид и вывязать еще 1 лицевую из этой же петли. И последний раппорт. Петлю переснимаем, из одной петли мы вывязываем 3. И в конце кромочная. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. Следующие 3 петли другого цвета мы должны провязать вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Провязали. Следующую петлю мы переснимаем, не провязывая нить, также за работой. Раппорт второго ряда. Повторяем. 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Следующую петлю снимаем, нить за работой. Повторяем. 3 вместе. 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Следующую переснимаем, нить за работой. Вяжем так до конца ряда. И в конце кромочная. У нас вырисовывается уже узор, и на этом этапе, на 3-м ряду, мы должны снова поменять нить на основную. Основная у нас белая. Подсоединяем ее к нашей работе, подтягиваем ниточки и провязываем ряд лицевыми петлями. Все петли лицевые. Я их провязываю за заднюю стеночку. Четвертый ряд. Кромочную мы снимаем, и точно так же мы провязываем все петли лицевыми, но уже за переднюю стеночку. Пятый ряд. Кромочную мы снимаем, и все петли мы провязываем изнаночными до конца ряда.
И шестой заключительный ряд, все петли изнаночные. Я их провязываю за заднюю стеночку. Основные 6 рядов мы провязали. Теперь я предлагаю вам показать еще раз технику исполнения этого узора, но провяжу я его в шахматном порядке. Это все очень просто. Смотрите, если в первом ряду мы первую петлю снимали, не провязывая, то в следующем первом ряду мы будем провязывать из одной петли 3. Итак, мы меняем нить, присоединяем ее к работе, подтягиваем ниточки, и первую петлю мы будем провязывать из одной петли 3. Лицевая, не снимая со спицы, делаем накид и провязываем эту петлю еще один раз лицевой. Следующую мы переснимаем, не провязывая, нить за работой. Так мы вяжем до конца ряда. Последнюю переснимаем и кромочная. Второй ряд. Кромочную мы снимаем, и первая петля, она прям видна, они одного цвета идут, беленькие, мы должны переснять. Мы ее переснимаем, нить за работой. А следующие 3 петли зелененькие мы должны провязать вместе лицевой за заднюю стеночку. Вяжем так до конца ряда. И кромочная. Третий ряд, меняем ниточку. Прикрепляем ее к работе. И провязываем все петли лицевыми. Четвертый ряд, также все петли лицевые. Пятый ряд, все петли изнаночные. И шестой ряд, все петли тоже изнаночные. Я их провязываю за заднюю стеночку. Ну вот мы и провязали наш маленький образец. Наш рисунок очень отчетливо виден. Давайте рассмотрим образец побольше. Вот такой я приготовила вам образец. Я использовала основную нить, тоже белую, а контрастную ниточку я выбрала меланжевую. Интересно так смотрится, необычно. Вот такая изнаночка у него. Ну, на этом мастер-класс я заканчиваю. Надеюсь, этот узор вам понравится.
Если это так, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, если вы считаете его полезным и интересным. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповещал вас о вышедших новых видео. А я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Вяжите с удовольствием, а я постараюсь вас удивлять и радовать новыми узорами. Всем пока!